Ну что, так, секунду. Традиционно в YouTube мы уже в эфире. Сейчас я запущу еще Facebook. Ну, чтобы уже было совсем хорошо. Facebook у нас немножко всегда. Не знаю. Правда, у нас в Фейсбуке практически никто никогда не смотрит, но ничего. Для разнообразия. В общем, все. Мы и на YouTube, и на Фейсбуке, поэтому мы везде живы и здоровы. Нас хорошо видно и слышно. Я надеюсь. Если плохо слышно или видно, пишите в комментариях. Будем сразу же исправлять. Так что, ну что, всех, кто нас смотрит, с добрым утром. Кто еще не смотрит, присоединится позже. Вы пропустите эту часть, посмотрите в записи. Наши приветствия. Сегодня пятница, 21, уже 21 февраля, представляете? Вот уже февраль заканчивается. 21 февраля, 11 утра, это значит что? Что мы с Михаилом Чернышевым традиционно по пятницам будем говорить об экономике и все, что рядом с экономикой. Стояло, лежало, бежало. Ну, в общем, все, что там есть у нас. Все, что мы можем проанализировать с точки зрения австрийской экономической школы, именно с точки зрения экономики. Здравствуйте, Михаил. Добрый день, Дмитрий. Ну что, давайте, наверное, поговорим самой такой активно обсуждаемой темой последние несколько недель. И вы, наверное, даже могу не говорить о чем, вы уже догадались. У нас обсуждают активно то, что американцы предложили договор о использовании полезных ископаемых. Никто не знает, что это за договор, что это за меморандум, кто-то что-то подписывает, кто-то не подписывает. Увезли, потом привезли новую версию, говорят, сейчас привезут новую, подписывают. Но во всей этой истории остается загадочно для меня очень много вещей и возникает масса вопросов. Вопрос первый. По Конституции Украины все надра належат народу. И поэтому очень многие люди сразу же кричат: это наше, не трогайте. Но мы уже эту тему обсуждали так, с другой стороны. И тут возникает вопрос, а чьи же собственные это надра и кто их должен разрабатывать? В стране частной собственности нет. Нельзя сказать, что вот этот человек владеет этим участком, на котором находятся такие полезные ископаемые, которые можно разрабатывать. С другой стороны, никто не знает, сколько этих полезных ископаемых, потому что, ну, никто не знает. Никто никогда не проверял, это все такая абстракция, которая ни о чем не говорит вообще. И вопрос третий, кто их будет разрабатывать? Потому что нужно вложить кучу денег в разведку, нужно как-то их привести оборудование, поставить, чтобы это все разрабатывать. Опять же, кто это будет делать, кто это будет вкладывать. Тут тоже загадка. С четвертой стороны, непонятно, что за это и кому предлагают взамен. Ну, мне кажется, самый простой был бы способ сказать, что вот у нас есть полезные ископаемые примерно на том участке, там стоят русские, вот кто этот участок захватывает, по принципу Гамстеда, тот того и будет. Мне кажется, самый был бы простой вариант. Все, пошли, атакуйте, отбивайте. Если это получится, то ваше. Не получится, ну, значит, следующий пойдет отбивать. Вот с вашей точки зрения, давайте разбираться все-таки по порядку. Итак, чьи надра? Кто может ими распоряжаться? Ну, если отсылаться к Конституции, то это никак не помогает, и по многим причинам. Во-первых, если значит, недра принадлежат народу, возникает вопрос, кто такой народ, и здесь ответа просто нет. Я уже неоднократно говорил, даже государство, даже те люди, которые писали эту Конституцию, не имеют ответа на этот вопрос. И нормальная ситуация в такой ситуации идти в суд, и чтобы суд разъяснил, кто же такой народ. Но проблема, опять же, в том, что когда депутаты пошли в суд, значит, сам суд сказал: я не знаю, кто такой народ, идите разбирайтесь,
принесите мне список народа, и тогда мы будем обсуждать. То есть вопрос остался без ответа. И это действительно так, потому что никто, даже из тех, кто утверждает, что недра, например, принадлежат народу, то есть согласен с этой статьей Конституции, он тоже не скажет, кто такой народ. Вот спросите его, кто. Это те, кто граждане Украины. Но тогда получается, если человеку, например, там 15-16 лет, и у него нет паспорта, то он не гражданин Украины, ему не принадлежит. Хотя именно им Зеленский в свое время обещал несколько лет назад, что именно он им будет начислять все доходы от этих самых недр. То есть, получается, гарант Конституции нарушает Конституцию, или все-таки недра действительно принадлежат этим людям, или, тогда получается, что речь идет не о гражданах Украины. Тогда возникает вопрос, может быть, те, кто проживает на территории Украины, хорошо, проживают и находятся на Украине, много иностранных граждан, много военнопленных россиян, например, они тоже находятся на территории Украины, что всем принадлежит. Опять же, если выплачивать там какие-то деньги по поводу этого, даже в этом возникнет сразу вопрос, а кому выплачивать? То есть, поэтому с какой стороны не посмотри, народ это такое, я бы сказал, политический термин, который ничего не значит. Единственная его цель сказать, что о народе надо заботиться, кто будет заботиться, государство для этого нужно, чтобы заботиться о народе. А когда человек, который считает себя членом или частью народа, приходит к государству, к чиновнику за помощью или с какой-то жалобой, или с каким-то требованием, то это самое государство в лице чиновника скажет, выйди отсюда, не мешай мне работать. Если сказать ему, вы же, слуга народа, да, менеджер народа, вы мой слуга. Я слуга народа, а ты кто? Ты народ? Нет. Все, иди отсюда, отдыхай. Поэтому этот вопрос мы оставляем в сторону, потому что неизвестно, кто такой народ. Соответственно, непонятно, кому принадлежит. Но это еще не проблема, не вся проблема, потому что возникает вопрос, а что такое надра на самом-то деле? Потому что до сих пор, и кого не спроси, надра кто? Нефть, газ, которые там лежат. Возможно, еще лес сюда же, да, леса припишут. Но хорошо, о редкоземельных металлах никто никогда не вспоминал. А теперь они вдруг стали недрами, то есть когда кому-то понадобились. И вообще, когда мы говорим о недрах, о полезных ископаемых, то речь идет все-таки о таких потенциальных ресурсах, да, то есть о чем-то таком, что необходимо людям, для производства чего-то, для какого-то использования. Но это значит, как только что-то понадобится для использования, это сразу, получается, является недрами земли или ископаемыми. Сюда в результате, я уже говорил, если упорствовать по поводу выплаты безусловно базового дохода, то лет через 10 после его введения окажется, что и чернозем, и не только чернозем, а просто любая земля, которая находится вроде бы как является частной собственностью, там где стоит дом чей-то частный, тоже окажется собственностью народа, и так далее. И дом окажется собственностью народа, кирпичи из глины сделаны. Глина это что? Это же земля, это собственность народа, поэтому извини, плати. И так далее. Поэтому что такое недра, непонятно, неизвестно. И опять же, с течением времени, если мы вообще посмотрим на более длительный период, скажем, десятилетия, столетия, возможно, то в какой-то момент времени нефть и газ не кажутся ресурсами, которые необходимы для экономики. То есть, возможно, найдут или придумают, или синтезируют какие-то другие ресурсы, которые будут, как сейчас все делается из нефти практически, да, если мы говорим о пластике, разных таких, в общем, из пластика, да, то все делается из нефти. В свое время что-то такое найдут и будут делать все из этого ресурса, и нефть и газ окажутся никому не нужные. Тогда что, они уже не будут собственностью народа, это же вроде бы как недра, они залегают, и так далее. Поэтому непонятно, кто такой народ, непонятно, что такое полезное ископаемое. Поэтому, опять же, это все политические термины, потому что кто такой народ, это то, о ком государство должно заботиться, а для этого оно нужно. То есть политики и чиновники. А что такое недра? Недра – это то,
это такая вещь, когда человек хочет что-то использовать, если это очень нужно, особенно большому количеству людей, то государство объявляет это недрами собственности народа, но фактически запрещая народам этим пользоваться, что только государство могло распоряжаться. Ну, то есть, если это не недра земли, ну, значит, можешь вроде распоряжаться, если там как-то оно находится в рамках твоей так называемой частной собственности. Если же, значит, это вдруг что-то полезное, действительно нужно не только тебе и другим людям, то тебе и другим людям государство запрещает этим пользоваться, и только оно будет решать, значит, кто и с какой целью будет использовать. Для этого, ну, вот, собственно, для этого, значит, выражение недра или там полезные ископаемые как собственность народа и нужны, и больше ни для чего. Поэтому, отсылаясь к Конституции, мы, в общем, ничего не решаем, в том смысле, что непонятно, что это такое. Кроме того, вообще отсылка к Конституции, я тут опять в очередной раз, возможно, значит, повторюсь, она, ну, отсылка к Конституции не является аргументом. Почему? Потому что если считать, что, то есть считается, что все, что написано в Конституции, это правильно, оно так должно работать, и оно все время так работает, просто иногда есть какие-то отклонения, значит, это выход за рамки Конституции, нужно это дело поправить. Но ничего у нас не работает в рамках Конституции. Опять же, повторюсь, у нас парламентско-президентская республика. Ну, на самом деле всем управляет президент. Более того, даже не президент, а администрация президента. Значит, денежной и там, налоговой политикой должен заниматься министр финансов. Ну, если по Конституции мы смотрим. Вот, занимается какой-то другой человек, значит, один из депутатов Верховной Рады, да, пусть там глава какого-то комитета самоназначенного, но это тоже не по Конституции. Значит, свободное перемещение по территории Украины и там въезд-выезд в Украину по Конституции гарантировано, на самом деле этого ничего нет. Ну и так далее, можно перечислять до бесконечности. Мы уже здесь на вашем канале говорили, там подробно рассматривали вопрос о том, что неприкосновенность там жилища, например. Да, написано неприкосновенность жилища в одном пункте, и, значит, в следующем параграфе этого же пункта, или, по-моему, в следующем пункте написано, ну, в принципе, если полиции очень надо, то можно, значит, без разрешения владельца, значит, вламываться в жилище, например. Значит, арестовывать и там, держать под стражей там, нельзя без решения суда. Ну, в принципе, на 72 часа можно. Вот, если 72 истекут часа, ну, ничего страшного, еще раз на 72 часа. Ну, в принципе, все нормально. Можно всю жизнь держать человека в тюрьме. И время от времени так и делается с неугодными представителями значит, того самого народа, который не угоден власти. Поэтому Конституция это ни о чем на самом деле, и ничего она не гарантирует. Ну вот нарушается, и что? И сам же, если гарант Конституции, так называемый, нарушает, что? А ничего. Опять же, мы с вами тут уже неоднократно говорили на вашем канале, что на самом деле политики, чиновники живут не по Конституции, не по законам, а в рамках той самой анархии, о которой мы говорим, что это самое нормальное устройство общества. И у них там поэтому все хорошо. А те люди, которые живут по законам, то есть мы с вами все, у нас почему-то это с этим хорошо не очень получается. Поэтому отсылка по поводу, что все надры принадлежат народу, снимается, потому что непонятно кому и непонятно, что принадлежит. Вот что касается первого вопроса Конституции. Какой у нас второй вопрос? Ну, второй вопрос достаточно простой. Сколько стоит надра Украины? Потому что там цифры уже триллионы, миллионы триллионов, триллионы триллионов. Ну, Но на самом деле этого никто не знает. Не знает, а может кто-то и знает. Вот можно ли их вообще в принципе посчитать? Ну, мелькает цифра, что такое 15 триллионов долларов, непонятно. Нет, никто не может знать, и никто не знает, и никто никогда не будет знать. Ну, это такая тема действительно там горячая. Я извиняюсь опять, если буду повторяться, потому что много где об этом уже говорил. Ну, здесь у нас тоже есть новая аудитория. Поэтому что такое вообще стоимость тех самых природных ресурсов? То есть как ее определить? Определить ее никак, то есть ее невозможно определить. Вы можете применять разные методики, можно их придумать 1000 штук, и по каждой методике что-то посчитать, получатся абсолютно разные цифры. Но на самом деле такого понятия, как цена природных ресурсов, которая где-то там залегает, ее нет и быть не может. Почему вопрос? На это дает ответ экономическая теория. И отвечает она следующим образом. Дело в том, что такое цена?
Цена – это пропорция обмена, значит, одного ресурса на другой. То есть, когда меняется там яблоки на груши, значит, меняется там ведро яблок на пол-ведра груш, например. И вот мы видим, цена, можно выразить цену яблок в грушах или цену груш в яблоках. Здесь все понятно. Если обмен происходит в экономике, где используются деньги в качестве средства обмена, то то же самое, то есть какое-то количество товара меняется на какое-то количество денег. На самом деле деньги – это тоже товар, то есть государство просто исказило это понятие, но тем не менее все равно меняется в какой-то пропорции какое-то количество товара на какое-то количество денег. Но важно здесь то, что цену мы можем узнать только когда этот обмен произошел. То есть, когда, например, вы даже заходите на какой-то там сайт или там вот на, как там, Hotline, да, у нас там агрегатор цен есть. Заходите, смотрите какой-то конкретно один и тот же товар, ну, вы видите разные цены у всех, значит, продавцов. Более того, значит, вы заказываете товар у какого-то продавца, значит, вам перезванивают, значит, извините, но цена не будет не такая, а такая. То есть, какая же на самом деле цена? Ну, то есть, если вдруг цена окажется такая, какая, значит, указана значит, в агрегаторе цен, ну, значит, да, после того, как вы купите, скажете, вот по такой цене я купил товар. Ну, опять же, если вы купите у другого продавца, ну, по какой-то причине, там, по скорости доставки, по надежности, как-то вы определите, выберете, ну, у другого цена будет другая. И она возникнет только тогда, когда вы купите. То есть вы купили по такой-то цене, и когда вас спросить, значит, какая цена вот этой штучки, которая у вас тут стоит, вы говорите, называете эту цену, которая уже произошла. То есть цена – это всегда исторический факт. Более того, вы заказали у какого-то продавца по одной цене, он вам перезвонил, сказал, нет, там, в общем, разные обоснования привести, ну, скажет, цена там другая. Ну, естественно, как правило, выше, иначе бы он там не звонил. И опять же, то есть, если вы соглашаетесь на эту цену, и после совершения этой сделки, вот будет такая цена. Но не такая даже, которая указана была изначально, а новая цена. С другой стороны, если вы скажете, нет, ну, это там, в общем, какой-то несерьезный ваш магазин, ничего у вас не буду покупать, и не покупаете вообще у него. И тогда вообще никакой цены нет, то есть вы ни по какой цене не купили. Возможно, вы вообще передумали, вспомнили, что вам нужно что-то другое, и вообще от этого товара отказались. Поэтому нет сделки, нет цены. Поэтому, когда что-то там лежит, значит, где-то там в глубине, оно не имеет никакой цены. Потому что, когда вы приходите в магазин или на рынок, вот товар, значит, у вас просят, значит, называть цену, вы покупаете, понимаете, вы отдаете определенную сумму, получаете товар. Все понятно. А если вам сейчас предложить заплатить там, за литр нефти, там, которая лежит там, на там, 12 километрах глубины, там, в недрах Украины, заплатить там, за 1 литр нефти, например, такую-то сумму. Ну, не будете вы платить, потому что это никакой ценности не имеет. Это раз. Поэтому пока этот товар, ну, в смысле ресурс, там, нефть, газ, редкоземельные материалы, не добыт и не продан, то есть не совершена какая-то сделка, то и цены никакой нет. Я уже не говорю о том, что сами по себе эти исследования, нет, да, там определение там, залежей, там, бассейнов, там, газа или нефти, или там, значит, редкоземельных металлов, тех же самой руды, они очень приблизительные. То есть, когда говорят, что там, значит, столько-то тонн редкоземельных металлов какой-то руды, ну, это значит плюс-минус там 500% может быть. Поэтому, во-первых, непонятно, какой объем этих залежей, значит, ископаемых умножать и на какую цену. Понятно, что обычно в этом случае умножают, если, например, там какой-то металл конкретный, смотрят на бирже, какая у него там цена. Значит, как я уже сказал, во-первых, непонятно, какой объем реальный, ну, допустим, с каким-то объемом определились, и умножают на эту цену. Но вопрос в том, что если они завтра посмотрят или там через час на биржу, ну, на цену этого металла, она другая будет. То есть получается, что у нас сегодня 15 триллионов залежей, а завтра там 14,5 триллионов долларов залежей, да, послезавтра 17, а там через неделю там 5 триллионов, например. Какая же сумма этих стоимости ресурсов, которые там где-то у нас в глубине? Поэтому невозможно определить эту цену. И повторю, для того, чтобы, да, собственно, дальше, почему цену нельзя определить? Потому что
цена же зависит от объема. То есть если вы добыли тонну там какой-то руды, и после того, как добыли, и попытаетесь ее продать, вы действительно можете ее продать, ну тогда и цена будет понятна, сколько тонна стоит этой руды, там, какова ее стоимость, какая цена, после того, как сделка будет совершена. Проблема в том, что если вы все эти объемы, которые там, значит, учтены, как бы достанете и будете продавать, цена будет там в десятки, в сотни, а может в 1000 раз меньше. Потому что закон спроса и предложения не опровергает ни один человек, который называет себя экономистом. Неважно, к какой экономической школе он себя причисляет. Я уже говорю, это единственный, наверное, закон из всех разнообразных законов и правильных, и неправильных экономики, против которого нет ни возражений ни у кого. Поэтому, когда вы добываете 1 килограмм или 1 тонну этой руды или металла, цена будет такая, а если вы добудете все эти объемы, то, что называете 15 триллионов, то, очевидно, вы можете, скорее всего, продадите за 1 триллион, а может быть и за 100 миллионов всего. Мы же это видим, ну, то есть даже не надо обращаться к экономической теории. Те люди, которые предпочитают, значит, формулировать свои законы экономики, исходя просто из исторического опыта, просто посмотрите на нефть. То есть когда один объем добывается нефти, цена на него одна. Когда увеличивают, то есть больше продается нефти и выводится на рынок, цена падает там в разы, в десятки раз падает цена. А вы хотите, если представьте, что если вы всю нефть начнете добывать, окажется, что литр нефти стоит там, ну, не знаю, в 100 тысяч раз дешевле бутылки питьевой воды, которая продается в киоске. Поэтому по этой причине вы не можете сказать, какова цена того богатства, которое где-то до нас залегает. Следующий момент, почему нельзя назвать цену. Потому что дело в том, что, ну, во-первых, нельзя определить вообще, сколько там чего залегает. Потому что вопрос возникает, до какой глубины, значит, под границами, в рамках границы Украины мы это оцениваем. Потому что если мы будем, значит, оценивать это, ну, до бесконечности, то в результате мы там вылезем в штате Техас, то есть, ну, фактически через центр Земли. Это значит, что все ресурсы Земли принадлежат Украине. Ну, что тоже по себе нонсенс. Поэтому, что учитывать? Кроме того, когда мы говорим, что да, они там залегают, но теперь их для того, чтобы мы уже разобрались, для того, чтобы выяснить, сколько же это стоит, какова цена, нужно, ну, добыть и попытаться продать. И тут мы сталкиваемся с следующей проблемой. Дело в том, что когда мы говорим о добыче, то это значит, что это стоит денег, это стоит ресурсов. То есть нужно там строить там вышки, значит, рыть карьеры, необходима техника, там трубы, экскаваторы, там какие-то карьерные самосвалы, огромное количество техники, там горюче-смазочных, ну, то есть всего огромное количество, это стоит денег. И чем сложнее, чем глубже залегает этот ресурс, тем больше, соответственно, будет стоить его добыча. И вопрос возникает, когда будет добыт какое-то количество этого ресурсов, и даже, значит, ну, действительно можно продать за какую-то цену. Вопрос с этой ценой понятно, а теперь, какова цена, во что это обошлось, то есть сколько мы потратили денег, чтобы его добыть. И окажется, что, ну, тратится денег больше, чем выручается от продажи. А это значит что? А это значит, никто добывать этого не будет. А в цену вот этих 15 триллионов его уже включили, оказывается. Оказывается, его там нет. Более того, даже если то, что будет добываться, окажется, значит, выручка будет выше, больше, чем цена затрат, то это тоже еще не значит, что его будут добывать. Потому что инвесторы, там, капиталисты, предприниматели, их же задача получить прибыль. Поэтому они смотрят, они вкладывают сюда, значит, 50 миллионов долларов в добычу, значит, вот этого ресурса, и действительно могут продать там за 55 миллионов долларов, и вроде бы есть прибыль, но они же тоже как и покупатели в магазине. То есть покупатели в магазине смотрят один и тот же товар, то есть свои деньги, где он больше за них может получить. Также инвесторы и предприниматели, да, он тут вложит 50, заработает 55, а в другом месте, в другой стране и для другой цели, например, построив частные школы на 50 миллионов долларов, он заработает там 70 миллионов долларов выручки, например. И, естественно, тогда он будет строить там где-то частные школы, значит, в Техасе, например, а не добывать эти самые ресурсы в Украине.
А эти ресурсы опять вот какие-то люди включили в это, значит, сказочное богатство Украины, которое там где-то у нас под ногами залегает. Поэтому и так рассуждать можно очень долго, и мы увидим, что невозможно посчитать, вот что это за цена 15 триллионов или не знаю сколько там, любую цифру, когда называют, она просто взята с потолка. Просто, значит, опять же, политический термин, значит, показать, смотрите, то есть политическая власть показывает, и, значит, поддерживающие эксперты показывают, смотрите, какие мы украинцы богатые, давайте не падать духом, у нас тут золото, мы по золоту ходим, нам просто, мы такие гордые, нам лень его поднять. По поводу поднять, кстати. Значит, если под территорией Украины, в территории Украины 15 триллионов долларов, то вопрос, почему Советский Союз где-то там, значит, на севере чего-то бурил, там, значит, за огромные деньги чего-то пытался добывать, если здесь на территории Украины можно было поднять 15 триллионов долларов. Советский Союз до сих пор бы существовал, никто бы нарухнул, за эти деньги бы спокойно могли их проедать, тем более, когда народ, значит, находится в полуническом состоянии, лишь бы там как бы не умер просто. До сих пор бы Советский Союз был, но почему-то Советский Союз со всей ее там централизованной, значит, принудительной властью, которая мог там реки вспять поворачивать, там Байкало-Амурские магистрали строить, там в вечной мерзлоте, значит, всякие Днепрогэсы и прочее. Ну, а здесь он почему-то этого не делал. То есть там он тратил деньги в никуда, а тут мог заработать сказочное богатство, и все, значит, партократы там как сыр в масле бы катались и до сих пор, и они этого не делали. Это значит что? Значит, нет здесь никакого в этом смысле золота у нас под ногами. Давайте более, значит, близкую, современную нашу историю возьмем. Вот все же ругают, что вот наши эти, значит, олигархи, значит, все скупили, все захватили, все недра земли и на этом жируют. Ну, если это так просто, то есть нужно просто 15 триллионов поднять под ногами. Почему наши олигархи не занимают первые 5 строчек в списке Forbes, обогнав далеко-далеко всех остальных, и Маска, там, и Безоса, и прочих? Нет этого. Ну что, у нас, значит, или у нас олигархи глупые, мы зря их ругаем, никакие они не олигархи, да? Или все-таки, значит, нет никаких у нас тут золотых россыпей под ногами в виде этих несметных богатств. Поэтому мы приходим к выводу, что непонятно, что там, непонятно, сколько оно стоит, и как минимум это не то, что лежит под ногами и просто нагнуться и поднять. Понятно, что есть ископаемые, понятно, что можно добывать, но должны понимать, что это стоит, значит, средств, ресурсов, и нужно смотреть на рентабельность всего этого вопроса. И возникает вопрос, если до сих пор этого не делалось, то почему? Почему этого не делалось? Ну, причина, две причины может быть. Либо этого нельзя сделать, то есть это абсолютно нерентабельно. Либо вторая причина, политическая власть Украины все время не давала этого делать. Возникает вопрос, почему? Опять же, если политическая власть хочет обогащаться и постоянно, то есть каждый наш премьер-министр, каждый президент сразу становится миллиардерами, ну почему они не захотели стать триллионерами, да, непонятно. Вторая причина, ну, значит, этого невозможно сделать, опять же. Значит, почему тогда, например, они не продали лицензии, чтобы, ну, допустим, у них нет денег, в Украине нет денег, потому что дорого, добывать невозможно. Но первый опять вопрос, возникаем, вернее, к ответу приходим, что значит нерентабельно. Ну, допустим, рентабельно, но просто денег действительно нет, потому что нужно много. Ну, почему наша политическая коррумпированная все эти больше 30 лет власть не продала лицензии там американским компаниям, которые бы все это добывали, значит, на 15 триллионов долларов 1 триллион отдали в виде там откатов нашей власти. Я думаю, вполне бы они согласились. Но тоже этого не сделали. То есть мы все равно приходим к выводу, что все это фикция, все это выдумка. То есть да, есть полезные ископаемые, можно добывать, но нельзя говорить, что, значит, у нас все тут усыпано золотом, и это там намного лучше, чем в любой другой стране. Опять же, если мы посмотрим даже, я думаю, на простые исследования всех этих изысканий, окажется, что в США всего этого намного-намного на порядке больше. Учитывая их территорию, разнообразные там и геодезические там и природные условия, всего там этого намного больше, чем в Украине. Даже если, значит, ну, скажем, концентрация всего этого такая же или чуть меньше, то учитывая территорию Соединенных Штатов, все равно там этого всего намного больше. Поэтому ничего такого экстраординарного я здесь не вижу, вот этого шума. То есть это же подается как, что мы тут такие богатые, значит, а у нас хотят все отнять. Ну, во-первых, если они займутся этим, значит, здесь
организуется производство по добыче всего, это рабочие места, значит, это доход тех же нас, украинцев. Причем не только на тех предприятиях, которые будут открываться, но нужно понимать, что если появляется больше рабочих мест, то возникает у предпринимателей конкуренция за рабочую силу. Потому что как на эти предприятия привлекать работников? Нужно предложить им больше заработную плату, чем та, которую они сейчас получают там в других предприятиях украинских. Но украинские предприятия тоже захотят удержать своих работников, значит, тоже повысят им заработную плату и так далее. То есть, если придет Трамп, значит, пришлет своих предпринимателей здесь что-то добывать, значит, уровень жизни украинцев тоже просто вырастет. Вопрос... Я лично просто сомневаюсь, что, в принципе, это цель Трампа. Ну, действительно, это сделать, и действительно он заинтересован в каких-то там ресурсах. Почему? Потому что, я уже сказал, в Соединенных Штатах и в ближайших странах, да, чтобы там не летать на другой конец планеты, все это есть. Поэтому я не думаю, что это ему интересно. Ну, если вдруг все-таки здесь будут организовываться американские предприятия, то, значит, уровень жизни украинцев вырастет. У нас же как, и политическая власть, и опять же эксперты экономические все время говорят, нужно иностранные инвестиции, нужно, чтобы даже не просто деньги сюда привозили, а строили предприятия. Ну вот, пожалуйста. Но как только замаячила надежда, что тут будут что-то строить, организовывать и проводить инвестиции, опять не нравится. То есть опять не нравится, опять не так. Почему? Потому что задача политических экспертов и власти как таковой всегда, значит, делать всех виноватыми. Народ не такой, значит, агрессивная среда снаружи, тут Россия, значит, с военной угрозой, тут Америка с экономической угрозой, вот. А поэтому нужно государство, чтобы народ защищать. Вот. Правда, народ кто такой, ну, непонятно, мы уже об этом говорили. И опять по кругу, да, идем, кто ж такой народ, давайте список фамилий. Ну, потому что когда закладывается базис, значит, фиктивный, то есть которого нет в виде там народа и там его какой-то фиктивной общей собственности, то в результате дальше можно и не рассуждать, но даже если мы рассуждаем дальше, мы все равно проваливаемся в этот несуществующий базис, потому что его нет. Поэтому, что касается Трампа, я думаю, что это просто его такой политический ход. Мы видим, что он, в принципе, этим занимается. Значит, озвучивает какие-то тезисы, значит, Гренландию куплю, значит, Канаду присоединю, Суэцкий канал, значит, тоже возьму, ну и так далее, и так далее. И ничего, собственно, этого не делается, да, фактически. Более того, даже когда говорится о таможенных пошлинах, что он ведет там против тех, против других, на самом деле потом же он сам говорит, что я не хотел вводить, я просто хотел их попугать, чтобы получить от них то, что нужно, да, от Европы, чтобы они сняли с нас пошлины или не вводили новые, там, от кого там, от Мексики или там, не помню от кого, чтобы забрали своих там бандитов, вот, а на самом деле просто сказал, чтобы их попугать. Ну и здесь та же самая ситуация, я, скорее всего, думаю. Только не в смысле попугать, а в смысле... Трамп же, у него еще такая фишка, ну, в пику, значит, Байдену и в пику там вообще демократическим всем этим лидерам, у него как бы такой конек, что вот они обещали или не делали, да, а вот я обещаю, обязательно делаю. И в предвыборной кампании он обещал разобраться с этими затратами и помощи Украине, куда она девается, вот, и, значит, это опять нагрузка на налогоплательщиков, а нужно ли нам быть, значит, жандармом международным и так далее, и поэтому вот этот его ход может быть вполне просто риторический, показать американцам, что, смотрите, да, мы там, сколько он там, 350, по-моему, говорил, да, миллиардов помощи выделили, и как бы там в никуда, а это же деньги налогоплательщиков, и вот я организую так, чтобы мы получили что-то там взамен, видите, как вот я все организовал, как красиво. И поэтому такие его заявления в рамках, собственно, его всей политической риторики, вот, я не думаю, что суть, цель именно, какая-то ценность он видит в этих металлах, потому что, я говорю, их можно добыть там где угодно, и у себя в США, и причем с меньшими затратами и так далее. Вот. Но, тем не менее, если здесь все-таки есть месторождение, где это можно сделать более эффективно, чем где-то еще и в США, именно эти там какие-то отдельные месторождения вполне возможно могут и заинтересовать. Поэтому, да, то есть возвращаемся к цифре. Цифра это взята просто с потолка. Я могу сказать с умным видом, не 15 триллионов, значит, вот с учетом вот этого, все-таки 13,5, а не 15. Но это тоже будет цифра просто так, чтобы что-то сказать. Поэтому, да, ресурсы есть, да, их можно добывать, и даже что-то добывают. Но вот этот
там ажиотаж возле этой темы – это просто реакция, политическая реакция на политическое, значит, заявление Трампа и не более того. Но опять же повторю, если вдруг все-таки будут какие-то действия или последствия, в смысле положительно, что что-то все-таки будет добываться, ну, это только будет на пользу всем нам, в принципе. Ну, кроме того, в нынешней ситуации это значит же, Штаты будут защищать свои предприятия, то есть тут сплошные плюсы, да, в том числе от российской агрессии. Ну, и интересный еще момент здесь, я хотел бы сказать, смотрите, это не касается вроде бы как этой темы, но эта тема является хорошей иллюстрацией. Смотрите, не, хотя касается, потому что вот это недра народу принадлежат. Давайте посмотрим, кто решает вообще, отдавать эти недра Трампу или не отдавать? Решает один человек, Зеленский фактически. Вот. Так кому принадлежат недра? Кто решает, отдавать недра или не отдавать, и кому отдавать, тому они принадлежат. Поэтому всегда говорю, что то, что называется государственной собственностью или народной собственностью, то есть то, что не является частной собственностью, это собственность политиков и чиновников, которые ими распоряжаются. Более того, это не касается только Украины, потому что есть же еще такая фишка, ну это у нас в Украине неправильно государство, а вот там везде, да, правильно, в США, как правило, значит, кивают на США. Ну хорошо, а кому Зеленский отдает, ну там решает отдавать, не отдавать эти ресурсы? Ну другому конкретному человеку, Трампу, то есть политику, то есть представителю государства, ну фактически олицетворяющему государство, а никакому не американскому народу, например. Поэтому все, что является народной собственностью, государственной, она ничейная собственность, потому что, ну, как минимум, ее нельзя передавать по наследству. А вот текущее распоряжение, кто распоряжается, тот фактически можно говорить, что этот человек является собственником, значит, этих ресурсов. Причем, если Трамп все-таки, значит, подпишет этот договор, и Зеленский отдаст ему там эти какие-то ресурсы, то кто будет решать по поводу этих полученных из Украины ресурсов? Ну, как их использовать, кто будет ими заниматься? Будет Трамп, то есть государство, а никакой не американский народ. Поэтому вот таким образом. Кто такой народ, непонятно, поэтому решать будет конкретный человек, потому что праксиология говорит, что действует только человек, и мы с вами куда ни посмотрим, именно это видим. Зеленский действует, Трамп действует, вот. Там есть где-то какой-то народ, который не знает, никто его не знает, но вот эти два человека действуют якобы во благо одного и другого народа, хотя, понятно, тоже непонятно какого. Во благо и от имени. Ну, Какие-то кстати, еще вопросы были у нас? да, я бы не особо надеялся на то, что государство США будет защищать какие-то там фирмы, потому что защищает обычно частные компании, потому что можно вспомнить о том, как русские конфисковали у американцев их оборудование, распилили на запчасти, и никто ничего не дернулся. Буквально в прошлом году, так что тут такое дело. Если частная фирма будет с помощью частной компании защищать свое предприятие, тогда что-то получится. А на государство это все сложно. Ну, для этого у них как раз есть частные компании, поэтому, и которые, собственно, и специализируются на там, защите при транспортировке, там, при размещении там, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, опять же, добро кто им даст? То есть они сами что же не приедут, да? То есть им даст добро тот же Трамп, потому что, ну, обычно так и действует. Действуют все равно в этом смысле представители государства, принимают решения, но из политической конъюнктуры, значит, не хочется показывать, что это действует государство, поэтому, значит, направляются какие-то частные лица. Ну, вот это пресловутый Джеймс Бонд, да, вот это как раз из этой серии, то есть это же как бы не государство, да, какой-то человек. И они же всегда, когда посылают этих людей решать такие вопросы, то говорят, значит, если ты попадешься, значит, мы тебя не знаем, там, и, в общем, ты сам по себе. Ну, а если, значит, все получится, то скажем, что ты молодец, значит. Но все равно не скажем, что это мы. Кстати, я вспомнил, что 43 года назад, вот совсем недавно, я свою трудовую деятельность начинал в Институте минеральных ресурсов, в лаборатории, которая занималась разработкой технологий обогащения руды. Причем руды не простой, а золото. Так вот, когда люди представляют себе золото, они все представляют, как в Сибири, там слиток нашли, там, или когда Америку завоевывали, да, там искали, мыли песок и слитки, там песок золотой. Но современное золото, оно же не так выглядит. Это золотая руда, в которой считается, не знаю как сейчас, но 40 лет назад 10 грамм на тонну
10 грамм на тонну считалось богатая руда. То есть считалось, что там очень много золота. А так обычно это 1,5-3 грамма на тонну. То есть нужно переколопатить тонну с помощью очень вредных технологий, которые используют цианиды и прочие вредные вещества для того, чтобы получить 1 грамм золота. Ну да, Поэтому цена этого золота получается очень в себестоимость достаточно высокая. И, например, наше береговское месторождение золота на Западной Украине, оно как бы есть, но золото добывать там нерентабельно, потому что там достаточно уже бедная руда, там меньше 3 грамм на тонну. Так что это золото должно стоить очень дорого, чтобы было рентабельно его хотя бы добывать. Поэтому мы можем написать, что у нас там тонны золота в Берегово, но реально там тонны руды, в которых этого золота граммы. Так что тут все очень сложно. И когда технологически инженерно начинаешь к нему подходить, оказывается, что все очень тяжело, сложно и не так все просто. Но это я так, на самом деле, это у меня такая подводка, знаете, на улице идет дождь, у нас идет концерт, начали говорить о золоте, и, кстати, цена золота повысилась же. Сейчас в последнее время, последние 2 недели цена на золото растет очень сильно. Биткоин падает, золото растет, биткоин сейчас чуть-чуть начал подниматься, но золото все равно дороже биткоина. То есть растет быстрее в цене. И тут есть вопрос такой философско-экономический. Всегда деньги, мы сказали, что это товар. Золото растет в цене или дешевеют деньги? Вот как подойти с точки зрения австрийской экономической школы, что можно сказать? Это золото растет в цене или дешевеет доллар? Ну, речь идет с точки зрения экономики, просто изменяется соотношение обмена между долларом и золотом, ну, собственно, и все. И просто, когда мы говорим, что-то становится дешевле, как правило, мы оцениваем относительно денег, то есть, значит, в денежных единицах цены обычно мы привыкли выражать, поэтому если мы берем два товара и между ними есть какая-то пропорция обмена, то можно на самом деле выразить цену первого товара, значит, во втором товаре или наоборот цену второго товара в цене первого товара. Ну, так как мы оцениваем, за основу берем деньги, поэтому если один из товаров деньги, тогда мы просто оцениваем цену товара в этих деньгах. Поэтому в этом смысле можно говорить, что золото дорожает, а покупательная способность доллара падает. Если считать, что доллар – это деньги, а золото – это товар. Хотя если допустить, что в какой-то стране золото, значит, стало использоваться в качестве денег, а, значит, доллар не используется в качестве денег, а используется просто в качестве, инвестиционного средства, то есть какая-то бумага там ценная, допустим. И тогда они будут все выражать в золоте, и тогда они будут говорить, что, значит, доллар дешевеет, а покупательная способность денег, золото растет. Поэтому здесь все относительно, смотря кто относительно чего считает цену, в чем выражает цену. Но всегда нужно помнить, что речь идет всегда об обмене и просто о пропорции обмена. Поэтому в данном случае пропорция, значит, даже не знаю, как в сторону, в луч, увеличение или уменьшение, но тем не менее, то есть для покупки доллара необходимо меньше золота, то есть покупательная способность золота в этом смысле растет, или наоборот, для покупки золота в долларах необходимо больше долларов, и тогда мы говорим, что покупательная способность доллара падает. Поэтому с какой стороны смотреть на самом деле? Ну, если говорить дальше о долларах, тут возникает вопрос. Вот Трамп, он же пришел с тем, что в США отрицательный торговый баланс. И вообще в любое государство они страдают о том, что торговый баланс отрицательный, нужно больше продавать товаров и так далее. Но в случае США, например, доллар – это что же товар? И получается, что в США нулевой торговый баланс. Неважно, чего они купили, больше товаров и меньше долларов продали, или наоборот, продали больше долларов или меньше товара. До тех пор, пока доллар является всемирной валютой, то США, в принципе, все равно. Можем мы так рассуждать? Или все-таки торговый дефицит существует, и государственные деятели имеют смысл, в их рассуждениях, в том, что нужно больше продавать на экспорт?
Ну, я никогда так с этой стороны не думал, но вполне резонное, собственно, замечание по поводу США. Да, действительно, можно так рассуждать. Но это как бы, ну, совсем сложно. Это там, ну, нам с вами, экономистам, понятно, обычному человеку, конечно, даже не знаю, как это объяснить. Ну, в общем, в этом есть здравое зерно. Но если говорить на загал вот эту проблематику, то, ну, во-первых, когда мы говорим, например, когда говорят, что значит, отрицательный торговый баланс в США, то обычно говорят относительно какой-то страны, то есть сравнивают между Канадой и США, допустим, там США и Европа или какой-то конкретной страной, допустим, Германией. Но где-то может быть положительность какой-то, ну, с какой-то страной отрицательность, какой-то положительный. Поэтому это первый вопрос. Второй, фундаментальный вопрос, на самом деле, заключается в том, что не может быть отрицательного торгового баланса в принципе. Ну, то есть, понятно, в какой-то конкретный день чего-то можно продать на экспорт больше, значит, завести на импорт меньше и так далее. Но если мы возьмем какой-то значимый период времени, то он не может быть отрицательным. Он всегда то есть этот баланс всегда сбалансированный. Потому что что такое экспорт? Вы продаете какие-то товары и получаете, значит, иностранную валюту для этого. Что такое импорт? Вы за иностранную валюту покупаете товары и завозите их. Если мы подумаем, то получается, на какую сумму мы товаров вывозим, на такую сумму мы можем товаров только импортировать. То есть по-другому никак не получится, но в принципе это невозможно. Это значит, торговый баланс всегда положительный. Просто вопрос в том, что вы, например, там что-то продаете, там, ну, через какую-то там интернет-площадку, допустим, получаете валюту, и вроде бы товары уходят из страны, да, вот такой экспорт, положительный товарооборот, и ничего не покупаете пока. Почему? Ну, потому что вы хотите подкопить денег, купить себе MacBook потом, когда накопите. И получается в данный момент, значит, положительный торговый баланс, если вот вашу часть экономики страны взять. Но когда вы потом накопите эти деньги, то есть вы опять продали на $10 там, какого-то своего товара, вот, а купили уже, извините, на $2000. И получается теперь отрицательный торговый баланс, потому что вы завезли товаров на большую сумму, чем вывезли. Но если мы посмотрим на весь этот период, то окажется, что на какую сумму вы товаров продали, на такую сумму вы товаров везли. Поэтому торговый баланс всегда будет положительный, вернее, сбалансированный, и бороться там ни за какое балансирование нет необходимости. Опять же, просто государство говорит, что тут есть дисбаланс, и кто-то должен этим заниматься, балансировать, а кто, ну, понятно, вот государство, видите, а вы говорите, мы не нужны. Вот, тут же дисбаланс, надо этим заниматься. Но вот вы начали с Соединенных Штатов, и тут я подумал, что интересный момент. Почему? Потому что в Соединенных Штатах действительно может быть отрицательный торговый баланс. В каком смысле? Ну, потому что если бы денежная масса, долларовая масса была постоянная, тогда у них бы был балансированный баланс торговый. Но так как он сбалансированный, а теперь они печатают доллары и покупают что-то себе на импорт за этот доллары, то получается, кроме этого сбалансированного баланса, есть еще импорт, который вызван дополнительно напечатанными долларами. И они говорят, смотрите, у нас, значит, дисбаланс, нужно с этим что-то делать. Хотя сами же его создали. То есть не печатайте доллары, и все у вас сейчас сбалансировано. И платежный баланс, и товарный баланс, и все что угодно. Поэтому вот что я могу сказать по поводу там торговых балансов. И что я еще хотел сказать, ну, наверное, все, вылетел что-то еще, какой-то один момент, может, потом вспомню. Ну да. Ну, поэтому американцы, в принципе, могут рисовать у себя в этих ведомостях, что мы выпустили там еще сколько-то долларов, и на них накупили еще что-нибудь. То есть, когда ты имитируешь... Ну, это же как внутри страны. Если у тебя не международная валюта, ты всегда можешь нарисовать себе дополнительное количество денег и отдать их нужным банкам, которые купят то, что им полезно, или отдадут в кредит по дороге. Да, А тут такой глобальный получается игрок. Мы берем, садимся за компьютер, там, еще 7 ноликов нарисовали, 8 ноликов, 9 ноликов. И все. Из этого получили реальный товар.
Причем, смотрите, тут надо, наверное, что еще добавить, что, ну, когда я говорю, что они могут напечатать там доллары, там, импортировать еще дополнительно товары, кто-то может подумать, ну, это же хорошо, да, вот как молодцы американцы, как хорошо устроили. Нет, для обычных американцев это нехорошо. Почему? Ну, потому что, опять же, государство пытается там балансировать этот торговый баланс. То есть, смотрите, у них был баланс торговый, они напечатали доллары и закупили импорт, и у них произошел дисбаланс. И ну, какой импорт они накупили? Они накупили импорт тот, в котором заинтересована политическая власть, чиновники, то есть государство. То есть они же решили, для чего эти доллары нужны, там, кому дать и так далее, что на них будет покупаться. То есть завезли себе в страну, получили товар, то, что хотели чиновники, а потом начинают бороться с этим дисбалансом, с импортом, то есть хотят ограничить импорт, их же его больше, чем экспорта. Но ограничивают импорт кого? Тот импорт, который нужен гражданам США, то есть которым люди нужны. То есть получается фактически вот такое печатание денег, ну, собственно, мы уже постоянно говорим, что это перераспределение богатства. Даже если мы говорим о не, значит, резервной валюте, а вот какой-то национальной валюте, например, Украины, то есть их печатание просто перераспределение богатства. И здесь тоже просто не только внутри страны, но и по поводу там импорта. То есть чиновники закупили себе импорт, а граждан фактически лишили этого импорта, который им нужен. То есть перераспределили опять государство товары, то есть богатство в свою пользу. Поэтому любое увеличение денежной массы, оно, ну то есть как любое, то, которое реально происходит, всегда приводит к перераспределению богатства от обычных людей, прежде всего тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии, от социального пособия до социального пособия, то есть от тех, собственно, кого принято называть чиновники, там, малоимущие, которым якобы нужно помогать, от них ресурсы, то есть богатство, товары, услуги перераспределяются к тем, кто эти деньги печатает и получает первыми. И то есть так происходит всегда, и поэтому ну, просто здесь еще один момент, еще такая иллюстрация, как это работает, в том числе и в США. Хотя, казалось бы, там должно печатание денег быть, в общем-то, ну, положительным моментом. Ну да, положительным моментом для тех, кто печатает. У нас тоже те, кто печатает деньги, кто получает первыми, правительство, Нацбанк, банки, приближенные к Нацбанку, да, вот они, собственно, и приближенные там коммерческие компании к этим банкам, а, собственно, это компании, руководители этих банков или там топ-менеджеров этих банков. То есть вот они на этом зарабатывают. То есть, когда они печатают деньги, они могут покупать больше кефира, а все остальные пенсионеры в результате меньше, потому что это приводит к росту цен. Если у нас рыночная экономика, если была бы командная, то было бы то же самое, только не через рост цен, а через дефицит. Потому что они все деньги напечатали, пошли кефир купили, а пенсионер приходит в магазин, а кефира уже там нет. Ну или меньше, чем ему нужно осталось. Ну и тут мы плавно приходим как раз к возможности быть возле власти, использовать политические методы. Я увидел ваш пост в Фейсбуке о фразе о том, что если вы не занимаетесь политикой, политика займется тобой. И это, наверное, имеет смысл это обсудить, потому что вокруг этого масса всяких есть домыслов и иллюзий, которые живут в массах, в сознании масс, можно даже сказать, потому что это такое распространенное мнение о том, что вот надо заниматься политикой, интересовать вот кто во власти, надо вот выбирать свою власть. Если ты свою власть не выбрал, то все, за тебя это сделают другие. Но тут возникает вопрос, что такое значит своя власть, ну то это такое. Ну, здесь два таких основных там момента, которые я пытался донести. Но для того, чтобы их донести, нужно сначала там пару слов сказать о самой теории, ну, в частности, теории государства. То есть речь идет о том, что каждый человек желает жить лучше, то есть удовлетворять свои потребности, но для этого ему нужны всегда ресурсы. И, собственно, это и называется удовлетворением потребностей, ну, несколько ошибочно, да, не совсем верно, потому что человек все-таки нуждается в удовлетворении потребностей, а не в этих ресурсах. Иными словами, если вы хотите, значит, почувствовать там вкус любимого вами мороженого, вот ваша потребность, вы ее хотите удовлетворить. А для этого нужно как раз ресурс, это самое мороженое, где-то вам, значит, сделать, купить, обменять на что-то, то есть вы должны его получить. Итак, чего не взять? Вот у нас сейчас потребность была провести эфир, значит, нужны ресурсы, там, компьютер, значит, сеть интернет, там, стул, значит, зеленый фон, там, ну и так далее, и так далее. Масса всего там.
очки, значит, микрофон. Ну, перечислять можно огромное количество ресурсов, если только задуматься. Оказывается, нужно. Я не говорю уже, что мы должны там в тепле, крыша над головой, отопление, освещение. Ну, то есть, если подумать, вообще непонятно, откуда мы это все взяли, чтобы только вот там поговорить, да. Да, то есть человеку нужны ресурсы, он, собственно, вся, скажем так, жизнь человека или вся его деятельность как раз заключается только в том, что он пытается удовлетворять все новые и новые потребности, и для этого ему необходимо создавать все новые и новые ресурсы. Почему создавать? Потому что количество потребностей бесконечно никогда не заканчивается, а количество ресурсов всегда конечно, их всегда не хватает, чтобы удовлетворить все потребности. Поэтому единственный способ – создавать эти самые потребности, обеспечивать себя, вернее, создавать ресурсы, обеспечивать себя этими ресурсами. Так вот, мы здесь должны сказать, что, ну, собственно, о чем говорит теория государства, что существует только два способа приобретения ресурсов человеком. Это экономический способ и политический. Экономический способ – это когда вы сами для себя производите все, что нужно, там воды с речки принесли, там, не знаю, там табуретку сколотили себе. Или там, значит, сделали ульи, там разводите пчелы и производите много меда, а на этот мед уже меняете у других людей то, что они там табуретки сколачивают там, и воду упаковывают в бутылки и так далее. То есть через создание самостоятельных ресурсов, через обмен с другими людьми люди обеспечивают себя необходимыми ресурсами, чтобы удовлетворять эти самые свои потребности. И это называется экономический метод обеспечения себя ресурсами. Второй – это политический метод, и заключается он в том, что человек нужные ему ресурсы не производит сам, не получает в результате добровольного обмена с другими людьми, а просто отнимает их у других людей. То есть вот другие люди, которые практикуют экономический метод, производят, обмениваются, богатеют за счет этого, значит, создают все это богатство, ресурсы, и люди, которые практикуют политический метод, просто приходят и силой, значит, ну, буквально избивая, убивая их или угрожая, что это самое с ними сделают, если они не дадут им часть ресурсов, которые им необходимы, просто отнимают у них эти ресурсы и за этот счет, собственно, существует. Поэтому есть вот только два таких способа обеспечения себя ресурсами. А почему речь идет об обеспечении себя ресурсами? Ну, потому что это и есть жизнь человека. И поэтому есть и экономика, и политика, и все остальное, поэтому я с этого и начал. Так вот, когда мы говорим о экономике, предпринимателей, крупных работников, там, работников там, сервиса и так далее, таксистов, водителей, столяров, там, учителей, всего кого, это все экономический метод. Кто занимается политическим методом, ну, тот, кто у них забирает таких деньги. А кто это? Политики, чиновники и так далее, которые ими потом распоряжаются. Если мы это понимаем, то давайте посмотрим теперь на эту фразу: если вы не заниметесь политикой, то политика займется вами. Или если вы не интересуетесь политикой, ну, другая версия, да, то политика заинтересуется вами. Ну, это то же самое, потому что когда говорят, что политика заинтересуется вами, значит, вам будет плохо. В каком смысле плохо? Ну, что у вас будет отнимать то, что у вас есть в том или ином виде. Поэтому здесь эта фраза, значит, можно с двух сторон рассмотреть, или два смысла в ней увидеть. Значит, первый смысл, если мы понимаем, что такое политический экономический метод, эта фраза говорит, что если вы будете заниматься экономическим методом, значит, обогащения, а не политическим, то другие люди будут заниматься политическим методом и будут у вас отнимать то, что вы создаете. Ну, в экономике, которая использует деньги в качестве обмена, значит, будут отнимать у вас деньги. Ну, а это то же самое, что ресурсы, потому что вы что-то произвели, хотели обменять это с другими людьми, но делать это через деньги. Если у вас часть денег отняли, значит, вы у других людей просто меньше получите тех самых ресурсов, то есть фактически вас ресурсов лишили. Поэтому фраза говорит, что если вы не будете отнимать у других сами ресурсы, то другие люди будут отнимать у вас ресурсы. То есть если вы не будете грабить других людей, то вас будут грабить другие люди. Вот что значит эта фраза. И поэтому, потому что это, ну, почему я хотел объяснить или, значит, пояснить эту фразу, потому что она всегда воспринимается как такая положительная мотивация. То есть, вот смотрите, вы не интересуетесь политикой, там не занимаетесь, не хотите идти там политику, ну и поэтому, значит, кто вам виноват. И тут не договаривается, кто вам виноват, что вас грабят, а не вы грабите. Вот в чем смысл этой фразы. А другой смысл этой фразы может звучить так, что если вы не интересуетесь политикой, в смысле, что там не пытаетесь выбрать какую-то политическую власть сами, то, значит, за вас кто-то выберет вам политическую власть. Но с точки зрения того, что я только что сказал, эта фраза в смысле приобретает следующий оборот, что
Если не вы выберете себе того человека, кто вас будет грабить, кто будет практиковать, значит, по отношению к вам политический метод, значит, другие люди выберут того человека, который будет практиковать по отношению к вам политический метод, то есть будет вас грабить. В этом смысле эта фраза приобретает смысл, вернее, из нее улетучивается смысл. Потому что если все равно будет какой-то человек или какие-то люди, которые будут вас грабить, то какая разница, вы их назначите или какие-то другие люди назначат? Все равно, значит, для вас результат будет один и тот же. И поэтому, когда, значит, либертарианцы, в частности, говорят, что бессмысленность ходить на выборах и бессмысленно участвовать в выборах, то это как раз об этом. То есть пойдете, вы не пойдете, выберете вы одного, выберете другого. Все равно будут налоги, будет государственное регулирование, вам будет все запрещать, налоги будут повышать, ну и так далее. То есть неважно, кто там будет в политической власти. И это мы, кстати, очень сейчас ярко видим, потому что, ну, обычно считалось, что когда приходит такой, значит, закостенелый политик, такой бюрократ, значит, он у него там, он все знает, как все устроено, значит, он будет давить экономику обязательно, значит, будет, значит, ограничивать свободу людей, в общем, будет стремиться становиться таким тираном. А вот если выбрать из народа кого-то, значит, выбрать, кто там никогда в политике не был, своего человека, ну, он же не будет этим заниматься. И вот мы видим, что вполне себе занимается, и причем еще с большим успехом, чем все остальные. Почему? Да потому что дело не в человеке. Потому что политическое кресло означает, что человек, который в нем сидит, его функция грабить других людей, запрещать им все там и так далее, принуждать их к чему-то. Поэтому люди же согласны, что да, вот человек, который сидит в политическом кресле, он имеет на все это право, значит, по отношению к ним все это делать. Ну так поэтому любой человек туда, когда садится, он это и делает, и нет в этом ничего странного, удивительного. И если вы не хотите, чтобы по отношению к вам это всего делали, значит, не должно быть этого кресла. То есть у вас, точнее, не должно быть веры, что если есть такое кресло, и в нем кто-то сидит, то он может по отношению к вам делать все, что угодно. Так вот, поэтому либертарианцы говорят, что нет смысла ходить на выборы, там, голосовать и выбирать, потому что это никак не скажется на положительном смысле на вашу жизнь. Если же вы хотите использовать первую трактовку, то есть там уже имеет смысл, потому что, да, тогда не вас будут грабить, а вы будете грабить. Тогда, в принципе, есть смысл заниматься там политикой, идти в политику, значит, или участвовать в выборах, поддержать там свою партию, где вы тоже там не последний человек, и поэтому вы тоже можете как-то принимать участие в грабеже других, там прямо или косвенно, опосредованно и так далее, вам тоже будет доставаться часть этого награбленного, да, тогда имеет смысл. Ну, я просто своей публикацией хотел привлечь к этому внимание, что давайте быть честными. Значит, либо, когда вам говорят или вы говорите, что нужно интересоваться политикой, чтобы поставить свою власть, вы должны понимать, что это бессмысленно, и вы, собственно, заблуждаетесь, когда апеллируете к этой фразе. Если же вы эту фразу используете или по отношению к вам кто-то использует в первом варианте, что грабьте других, тогда вас не будут грабить, ну так тогда честно так и говорите, а не замыливайте вот этой вроде бы красивой фразой, если политикой вы не будете заниматься, политика будет заниматься вами. Так и говорите, что если не вы будете собирать налоги, значит, с других, не вы будете их грабить, принуждать к чему хотите, то вас будут делать по отношению к вам это будут делать. Поэтому лучше идите и этим занимайтесь по отношению к другим людям. Ну и тогда будет все честно и понятно. А вот эта фраза, она, да и мы с вами, я думаю, лет там 20-30 назад тоже так к ней положительно относились. Потом просто, когда там разобрались в государстве, в экономике, стало понятно. Ну и, собственно, и сам личный наш опыт, тоже участие там в политических, околополитических всех этих вещах, когда изнутри видишь, что там происходит, да, вот именно это происходит, и больше там ничего нет. Ну, с другой стороны, люди все равно идут в политику. И если представить себе, что вот человек идет, он такой идейный, для того, чтобы сократить размер государства, изменение экономических условий, укрепить и защитить от государства там личную экономическую собственность, строить общество свободных людей. Ну тут мне, кстати, вообще непонятно, как можно строить общество свободных людей. То есть маршем идем к свободе. То есть все построились в ряд, все выровнялись, и левое, и в светлое свободное общество. Мне кажется, мы где-то это уже видели. Ну, неважно. Факт тот, что человек берет либертарианские лозунги и идет. Ну, мы не будем сейчас рассматривать то, что люди там сознательно
ну, как Балашов, он выбрал себе либертарианские лозунги, потому что он понял, что это ниша, и на этом можно зайти в парламент. Ну, молодец. Но человек действительно наивный, и он все-таки идет во власть. Как к этому относиться? Вот опять же скажут, Милейс же есть, и вот видите, он же делает хорошо. Ну, первое. Если мы обратимся к исторической практике, ну, опять же, этот вывод можно сделать и из теории, и права государства, и из экономики. Но даже если мы обратимся к исторической практике, мы увидим, что когда приходит вот такой, ну, раньше это называлось либеральный политик, и пытается там сократить государство, повысить его эффективность и так далее, все это временный эффект дает. Очень временный, причем речь идет о единицах годах, даже не о десятилетиях. Посмотрим на Рейгана, я уже неоднократно об этом говорил. Да, пришел в первый год, начал там где-то убирать налоги, значит, проводить дерегуляцию. Даже если мы посмотрим не то, что произошло после него, а то, что при нем же в его каденцию, только к концу его каденции мы увидим, что налоговая нагрузка больше, государственный долг больше. То есть ничего не изменилось, просто прошел такой небольшой пик, а в принципе, если провести такую прямую линию, там, тенденцию, да, то можно им пренебречь, и поэтому просто мы видим то же самое разрастание государства. Давайте возьмем Тэтчер. То есть, да, либерализация экономики, где-то снижение налогов. В результате давайте сравним Великобританию до Тэтчер и сегодня. Что мы видим? Ну, мы видим просто постоянный рост государства. То есть невозможно вот таким политическим методом, особенно если это политик-одиночка, да, понятно, если, вот я говорю, там миллион либертарианцев, и все пришли во власть, да, парламент, президент, администрация президента, все на местах либертарианцы, причем как роботы, да, то есть ни шагу ни влево, ни вправо, ну, точнее, вправо, да, ни шагу влево. Но этого не будет, поэтому это невозможно. С другой стороны, я уже говорю, что ну, есть в принципе, гипотетически, может быть от этого какой-то смысл и толк, но только в том случае, когда значит, народ, о котором мы уже говорили, поддерживает такие идеи. Ну, может, не в большинстве своем, но такая значительная часть, которая более активна, из-за которой все уже пассивная часть, ну, не в плохом, а там в обычном смысле слова людей просто воспримут это как должное. Но для этого должны люди просто поддержать. Потому что в чем заключается, еще раз повторю, либертарианские реформы в государстве? Отмена государственных пенсий, отмена государственного образования, отмена государственной медицины, отмена государственной социальной помощи. Какого политика сегодня выберут у нас с такими лозунгами? Да никакого не выберут. Его скорее застрелят еще до начала выборов, ну, если он будет там активно, и будет опасность, что он может выиграть вдруг по какой-то причине. Поэтому они выберут, если вдруг... То есть он может прийти к власти только если обманет избирателей. Если скажет, повышу пенсию, значит, увеличу социальные пособия, значит, всем женщинам, как этот Жириновский, там, по мужьям, всем мужьям по женам, ну и так далее, всем детям по детскому саду, да, он может выиграть выборы таким обманом, а потом как бы попытаться провести либертарианские реформы. Но, опять же, чем он будет заниматься? Отменой всего, чего я сказал. В этом случае мы сразу получим Майдан. Даже до Майдана, может, значит, дело не такие, просто его оппозиция, ну, те, которые там рядом и не рядом, ну, просто, не знаю, там, импичмент, ну, любыми средствами, просто политическими даже инструментами быстренько отодвинут его от власти, потому что народ против. И все. Ну, как вот Лешков всегда выходил, вот народ против, тут им коровы нужны, это, а вы тут... И народ его поддерживал. Вот поэтому любая оппозиция к президенту, которому, или там главе Верховной Рады, не знаю, куда он попадет, либертарианец, попробует отменять вот это все государство, сегодня просто не будет поддержано. Поэтому нет в этом смысла. Если народ все это поддерживает, и, в принципе, как я говорю, уже тогда и не надо политического никакого вмешательства, ну, не подчиняются, не выполняются все эти государственные запреты, ну и все. Ну, вот миллион раз уже приводил с этой валютой, значит, там 20 лет тюрьмы за то, что у тебя там доллар в кармане, да, а тут по всей стране покупают, продают, торгуют доллары и ничего. Почему? Ну, что по-другому нельзя, люди это поняли, и поэтому просто не обращают внимания на эти запреты. Тот же самый, когда ковид у нас был. Ну, значит, нельзя ходить в кафе. Ну, допустим, если там нет у тебя этого паспорта. То есть тебе нельзя ходить, а, значит, работникам кафе тебя нельзя запускать. Ну, были кафе, куда люди ходили без паспорта, и куда их пускали, ну, не подчинялись и не подчинялись. Но это просто были там
единичные случаи, да, если бы это было массово, то это бы тоже не выполнялось. Поэтому, если большинство, ну, опять же, значительная часть людей будет понимать, что без государственного регулирования жизнь их будет намного лучше, то они будут практиковать, значит, скажем так, как это назвать правильно, саботаж всех этих государственных запретов по мере возможности, и тогда никакого подталкивания не надо. Но, с другой стороны, вдруг, жизнь сложная штука, вдруг все-таки какие-то там будут сложности по какой-то причине, и нужно все-таки там отменить какие-то там законы или что-то, чтобы как бы этот процесс был легче, да, неподчинение. Ну, тогда, да, возможно, нужны какие-то политики, которые придут и в этом смысле там что-то будут отменять. Ну, тогда, да, это может помочь. Но, опять же, обязательно требование – это поддержка, осознание существенной части людей, что так правильно. То есть без этого не без политическим методом, не политическим методом никаких изменений произвести нельзя. Да, у нас сейчас есть такие прецеденты, но в Штатах такой прецедент все-таки, значит, Трамп не либертарианец, не анархокапиталист, ну и Маска тоже, ну, как бы он ближе уже в эту сторону, тоже нельзя назвать либертарианцем, поэтому там вопрос точно примерно как при там, Рейгане или Тэтчер, там однозначно. А вот значит, по Миллею там вопрос сложнее, все-таки он понимает, что такое либертарианство, что такое анархокапитализм, правда, он сознательно от этого отказался, когда стал политиком, но хотя бы он об этом знает. Поэтому там интересно посмотреть, ну, до каких изменений все это дойдет, но хотя вот я просто смотрю, темпы всех этих изменений падают, и это все равно больше будет похоже то, что было с Тэтчер или с Рейганом, может быть, просто более будет глубокий, значит, спад регулирования. Ну, опять же, какой эффект? Потому что, ну, экономика настолько запущена со всей этой там, значит, инфляцией и прочее, когда уже инфляция там годовая там 200%, это уже достижение, ну, для Миллея, допустим, да. Ну так что это за результат такой? У нас меньше инфляция, то есть без всяких этих Миллеев. Поэтому в этом смысле я тоже сомневаюсь, то есть и основная масса там все равно аргентинцев не там поддерживает и не понимает либертарианские принципы, и Миллей от них сам отказался, и он, опять же, главная его проблема, ну не главная, одна из проблем серьезных, то, что он все-таки в этом смысле одиночка, то есть ни в парламенте, ни в окружении там топ-чиновников, у него нет соратников даже идеологических, да, поэтому посмотрим. Ну, то есть ответ такой, политическими методами все это поменять. Если мы говорим, давайте об Украине будем говорить, но мы все-таки больше всего знаем, что в Украине невозможно, то есть это опять просвещение, и можем допросвещаться до того, что ничего не надо будет делать политически, а может допросвещаем до того, теперь вот нужно тут, значит, прийти на полгодика и порешать там несколько вопросов, и тогда все быстренько произойдет. К свободе через диктатуру. Но мне нравится диктатура. Это замечательная вещь, но только в одном условии, если диктатор я сам. Потому что я никому больше не доверяю. Поэтому такая история. Смотрите, в этом же и фокус, ну, в этом и смысл состоит. Да, диктатура – это шикарная вещь, вы правильно сказали, когда ты сам себе диктатор. Но это и есть анархокапитализм. То есть каждый человек сам себе диктатор, сам управляет, распоряжается собой, своей собственностью, значит, ну, на 100%. То есть в диктаторском смысле, да, это такой шикарный тезис. И это всего касается. Вот люди ж, даже те, которые за налогообложение, да, ну, у них споры там 10% такого-то налога, такой налог должен быть или не такой, значит, какая база налогообложения. Пожалуйста, то есть сам себя каждый налогооблагает, и вот, пожалуйста, ваша идея, мечта о налоговой системе реализована. Поэтому когда мы развиваем любую здравую мысль до конца, мы всегда приходим к анархокапитализму. То есть вот децентрализация. Это же хорошо, ну, все согласны, хорошо. Но давайте децентрализировать, ну, до конца доводить мысль. То это значит децентрализация до каждого отдельного человека. Мы опять приходим к анархокапитализму. Просто очень много правильных идей у людей как бы в голове есть, но они почему-то не хотят их до конца развивать, потому что сразу боятся, потому что все равно есть у них идея, индоктринированная там с детства, да, в течение всей их жизни, когда они чему-то обучались, что нужно государство, поэтому децентрализация хорошо, снижение налогов хорошо,
что там еще, что-то хорошо, и давайте это усиливать. Ну, как только доходит до понимания, что, ага, а вот после этой границы уже получается государственное, нет, стоп, значит, мы здесь останавливаемся чуть-чуть назад, значит, налоги вот чуть побольше, децентрализация чуть поменьше, значит, и, значит, запретов бизнесу тоже чуть побольше. Иначе не будет государства, а с этим люди просто не могут смириться и не понимают этого. Поэтому вы вот хороший, в общем-то, тезис вывели, что диктатура – это самая шикарная вещь, которая может быть в политике, вот, но когда только сам собой человек управляет. Да, пожалуйста, анархокапитализм или либертарианство, ну, в правильном его понимании. Потому что сейчас опять встречаю по поводу либертарианства, даже сами либертарианцы начали. Либертарианцы бывает такое, сякое, пятое, десятое, не все однозначно, ну и все на этом, собственно, заканчивается потом. Да, и уже не хочется называть себя либертарианцем иногда, но это дело такое. Кстати, по поводу вообще, как не работают законы, я вспомнил во время ковида, опять же, история. Еду я в маршрутке, и тогда на начале этого всего мероприятия требовали, чтобы в маршрутках же тоже ездили со справками. И вот в маршрутку входят полицейские, 2 человека с оружием, и спрашивают, есть у вас справка? Говорят, нет. А к следующему пассажиру есть справка? Нет. К следующему есть? Нет. У кого-то есть справка в этом автобусе? Все хором, нет. Они охренеть и уходят. Вот это вот, собственно, такая иллюстрация того, что это происходит. Ни один вооруженный человек не может ничего сделать, если достаточно большое количество людей просто не подчиняется. Это, кстати, к вопросу, нам часто говорят, что вот в Германии были демонстрации против ковидных ограничений, да, в Украине не было. Потому что не было, потому что у нас просто похерили это все. То есть масса людей это похеривала и или выполняла это формально. Поэтому зачем выходить на улицу еще, если можно без особых напряжений этого просто не выполнять. И вот это со стороны непонятно многим. Да, они там просто подчинялись постоянно, но хотели, чтобы не подчиняться, и поэтому выходили, значит, с просьбой разрешить им не подчиняться. Поэтому как бы смысл демонстрации они в этом видели. А у нас, кто не хотел, не подчинялся, ну, а куда, что, и так не подчиняют, зачем выходить? Поэтому, да, и по поводу вот маршрутки, я же об этом говорю, то есть когда существенная часть людей просто будет игнорировать все эти запреты, то ничего с ними нельзя сделать. Потому что если бы эти зашли в маршрутку, когда вы рассказываете, и там только 1 или 2 человека не имели справку, да, все, были бы по отношению к ним репрессии. Более того, остальные бы поддержали это. Вот, смотрите, мы тут со справками не хотим заразиться, а вы тут, значит, да, выводите их там в буцегарню и так далее. Да, а когда существенная часть людей, даже если бы там, не знаю, 3 человека имели справку в маршрутке, то все равно всем остальным бы ничего не было. Это вот тот пример с валютой, который я привожу, и там вот с ковидом, и ваш пример тоже хороший. Поэтому, но для этого люди должны понимать, что вот это все регулирование, это не на благо им. И даже когда регулируют другим, то страдают все равно одни, потому что люди считают, вот когда с бизнеса, с предпринимателей собирают налоги, то это там они и так богаты, можно с них и поснимать, да, с нас не снимают налоги, и поэтому мы поддерживаем такую политику. Но на самом деле сами они из-за этого живут хуже. Потому что, ладно, если во всей стране только, значит, с одного предпринимателя взимают налоги, значит, его там регулируют и так далее, такое дело. Но это же по отношению ко всем предпринимателям. А это значит везде ниже заработной платы, это значит везде дороже товары и услуги, ну и так далее, и так далее. Это значит уровень жизни всех ниже. Причем предприниматели это все равно, собственно, так как их уровень жизни, особенно успешных, намного выше, чем в среднем людей, то да, они страдают, но все равно себе прекрасно себя чувствуют. Поэтому, когда люди поддерживают налоги на бизнес, то фактически они поддерживают свою плохую жизнь, а не плохую жизнь тех, с кого эти налоги собираются. Что-то я опять ушел в сторону. Но... Да, у нас нет ухода в сторону, у нас дорожка. Мы же действуем по принципу английского парка. Люди ходят по дорожке, сначала протаптывается тропинка, а потом уже там прокладывается дорожка, а не наоборот. Они немецкого парка, когда сначала прокладываются дорожки, а потом дубинками всех туда загоняют. Мы же либертарианцы. Да, ну тогда еще раз, не уходя в сторону, а углубляясь в тему, возвращаясь к маршрутке, ну как иллюстрация просто. Вот ни у кого нет справки, ну всем как бы сошло с рук, и так все дышат нормально, значит, не задыхаются под маской. Но если бы,
значит, все были с масками, 3 человека, как я сказал, без масок. Значит, и люди бы поддержали, да, их нужно вывести, там, наказать и так далее. Ну и казалось бы, что пострадали эти 3, которых вывели. Но на самом деле пострадают те, которые это поддержали, потому что они еще будут 5 лет задыхаться, ехать, ездить в этих масках, дышать там, грязным воздухом через эти маски, потому что маски грязные и так далее. То есть, не зная себя, вот так же, как с налогами, то есть поддерживая налоги на других или поддерживая регулирование других, или поддерживая наказание других, в результате страдают от этого те, кто это все поддерживает. Кто выигрывает? Выигрывают только те, к кому они обращаются за этой якобы помощью. То есть политики, чиновники за счет этого, собственно, имеют власть и все свои высокие доходы. Ну что, у нас еще есть 2 вопроса в чате. Один вопрос про Израиль. Из Израиля про Израиль. Не знаю, сможем ли мы на него ответить. Но израильтяне не могут избавиться от судейского корпуса и юрсоветниц. Я не знаю, что это юрсоветница, извините, в Израиле никогда не был. Что делать и к тому же военное время и терактах? Есть варианты для них? Не знаю, то есть судьи, да, советники какие-то юридические, почему они хотят, израильтяне от них избавиться? Ну, они хотят частные суды, я сомневаюсь, например. Ну, не знаю, не в курсе этой темы. Пусть уточнит, если успеет, вопрос. То есть в чем там проблема просто? Дело в том, что я могу не знать там всех тонкостей во всех странах, каких-то событий. Вы мне опишите проблему, я с точки зрения науки просто объясню, почему эта проблема возникла и можно ее разрешить. Вот. Потому что когда спрашивают, а что там думает Трамп, ну, я не могу знать, что думает Трамп, и никто не может, кроме его самого. Он сам может забывать, что он думает. Вот. А какие на него могут действовать стимулы, значит, что его побуждать может к тем или иным действиям, это наука действительно может объяснить. Так что извините, да, ну, мы не живем в Израиле, поэтому надо как-то более подробно, наверное, контекст какой-то давать. Хотя в чате это тяжело, поэтому можно в комментариях написать такой развернутый вопрос, и мы потом попытаемся ответить. Да, И еще ссылочки там, где это происходит, что происходит, чтобы как-то погрузиться в контекст. Ну или приглашайте, мы к вам приедем в Израиль, поживем там пару месяцев, будем разбираться на месте. Ну, если тема будет интересна, действительно, может даже на стриме на следующем подробнее обсудим. Практический вопрос. Стоит ли покупать недвижимость на левом берегу Днепра или до окончания войны актуальный берег только правый? Ну, как по мне, до конца войны вообще недвижимость не стоит покупать, потому что тут ракеты прилетают так, что никто не знает, куда она прилетит. Поэтому... Хотя я занимаюсь недвижимостью и финансами, но не даю советов ни по недвижимости, ни по финансам, потому что я не эксперт и не предлагаю такие услуги. Ну, я не покупаю недвижимость, пока война. Вот. С другой стороны, можно купить дешевле, то есть это риск. Ну, как во всей предпринимательской деятельности, значит, если есть возможность больше заработать, получить больше прибыли или, значит, понести меньше издержек, ну, тогда больше риск, то есть что может обернуться еще большими потерями. Да? С другой стороны, если выбираешь меньше риск, то всегда, значит, это свидетельство того, что там, выигрыш будет меньше или там, потери будут больше, ну, текущие имеется в виду. Поэтому сейчас купить можно дешевле, но зато есть риск. Хотя риск такой, понимаете, ну, даже если решить, что по одному падению, значит, ракеты или дрона в день, даже, допустим, если предположить, ну, все равно в течение там нескольких лет войны все равно маловероятно, что именно вашу купленную квартиру или дом как бы зацепит. Но, с другой стороны, если зацепит, то тут уже ничего не подумаешь. Поэтому я тут сам не покупаю недвижимость во время войны, а как поступать вам, смотрите сами. Ну и сейчас больше всего выросла цена на недвижимость в Закарпатской, Львовской областях, в Карпатах. Но это временная штука, потому что после окончания войны там может упасть цена. А может наоборот подняться. Ну, то есть никто ж не знает, как оно будет. Будущее не определено. Да, ну как всегда мы знаем, что будущее не определено, никто не знает, что будет. Можем только рассказывать о неких тенденциях, которые тоже могут оказаться ложными. На этой оптимистичной ноте будем сегодня заканчивать. Час 23 проговорили. Спасибо большое, Михаил. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. И тех, кто будет смотреть и слушать дальше. И тех, кто еще не подписался, подписывайтесь. Кто
подписался, пишите комментарии, ставьте свои вопросы, и в следующий раз мы на них обязательно ответим. Ну что, и на этом мы будем заканчивать. Еще раз большое спасибо. И до встречи с Михаилом через 2 недели, а вечером с Сергеем Рачинским приходите. Будет интересно. Всем спасибо.